самый финальный кусочек, последние 80 там с небольшим миль. Это переход из Норфолка. Прям мой любимый. Правда, это не Анаполис, это будет, может, часика полтора от Анаполиса. В общем, 2 дня я ждал ветра попутного. В этом как бы интриги-то нет. Но одна из ночей было очень холодно. То есть пришлось включать дизельный обогрев. И я еще раз убедился, что дизельный обогрев — это решение всех проблем, какие только могут быть в плане температуры. 15 минут работы и обратно Багамские острова мне на лодке. Время сейчас 5 часов. Я думаю, где-то в 6 утра буду уже на месте. Не будет сильного ветра, ну так, там 18-20 попутного, очень даже хорошо. Обойти вот эту мель, буквально меньше чем миля, и ставить парус. Как-то мне прям очень приятно быть в заливе в этом, в Чесапике. Прям ощущение, что дома я вот уже. А еще забыл сказать, что у меня сломался датчик глубины. Он показывает бесконечность, хотя здесь, в общем-то, 4-5 метров, 5-6 метров. Датчик интегрированный, делает его компания AirMar DST 810 модель. Прекрасная скорость. То есть мель я обошел вот эту. Про сам залив. Вообще залив Чесапик явление любопытное. Это все станции приливов и отливов. То есть туда еще идет прилив, течение идет туда. Оно будет идти долго. Потом с опозданием, наверное, часа на 2 или 3 начнется отлив. Но неважно. Ширина в самом широком месте миль там 20, наверное. И вся продолжительность вот до сюда где-то вот 120. Тут сложно сказать, где заканчивается залив. Начинается такой искусственно прорытый канал. Ну, вот, наверное, где-то здесь все-таки Groove Point. И тут еще, наверное, миль 15 Чесапик, Делавар канал. Из него можно попасть в залив Делавар. Вот. Залив Делавар выглядит больше на картинке, но это не так. Это все мелко. Здесь судоходная часть только в центре. Чесапик тоже мелкий везде. И огромное количество вот этих значков. Но, если открою туда вниз, есть несколько примечательных вещей. Во-первых, все вот эти заливы туда, заходы в реку, они судоходные, достаточно глубокие. По западной части залива, по восточной части таких мест гораздо меньше. Вот здесь. Ну, можно где-то встать на якорь, но все. Вот это место вообще малосудоходное. В Крисфилд можно попасть только там. На этой лодке нет. А дальше начинается Point Lookout и река Потомок. Если под ней подняться, то 200 миль примерно и... Может меньше. Ну, примерно 200, по-моему, уж не помню. И будет город Вашингтон, DC. Прям в столицу можно попасть. Еще что прикольного. Поднимайся выше. Залив. Еще один залив. Здесь Соломон-Айленд. Заканчивается штат Мэриленд и начинается штат Вирджиния. Подняться выше. И вот уже Анаполис где-то вот здесь. Гибсон-Айленд, вот здесь Анаполис. А это вот судоходный канал идет в Балтимор. Здесь Балтимор. Я вот думаю, посвящу-ка несколько видео прям вот чисто заливу, так сказать, по всем лучшим местам залива Чесапик. Это не просто залив, это ведь еще одно из самых первых поселений британских. Первый считается все-таки Джорджтаун в Северной Каролине. Она же
Ой, Джеймстаун, да, она до сих пор где-то там есть. Но, на самом деле, первое поселение это Сент-Мэри. Здесь вот, штат Мэриленд, Сент-Мэри. И много городков и по левой стороне, и по правой стороне залива. Даже был город Нью-Лондон. Лондон. Он сохранился только как историческое музейное место, пару-тройку зданий. А вот такие города, как, скажем, Кембридж, прекрасно себя чувствует. Кембридж, Оксфорд, Сент-Майклс. Про Сент-Майклс не знаю. Оксфорд и Кембридж точно британские сеттлментс. То есть штат Мэриленд один из первых, где, в общем-то, колонизация и началась. Люблю исторические книги читать. Еще интересный факт. Хочу рассказать вам про залив. Так вот. Залив интересное свойство имеет. Соленая вода, она здесь. А дальше он по мере поднимания наверх становится все более и более пресным. И где-то вот здесь уже более-менее так совсем практически пресная вода. Что это значит? В пресной воде осадка корабля ниже. Залив-то и так, в общем-то, мелкий. Тут еще надо делать поправку на пресную воду. Вообще все большие корабли, они имеют ведь такую Plimsoll Mark. Такая круглая штукенция нарисованная. Это вот где-то обычно на борту у них. Это максимальный уровень загрузки в зависимости от воды. Там тропическое пресное летом, обычное соленое летом, соленое зимой. То есть содержание соли в воде меняется, и от этого меняется осанка корабля. Мягко-то как кораблик идет, а? Вот. Не будет здесь океанской волны. Будет тихо и спокойно. А может, никуда мне из залива выходить не надо больше, а? Так здесь это прямо и остаться. Ну, закаты на заливе тоже очень красиво бывает. Очень бодренько иду. 8.5, 8.6, 8.7, 9. Я чувствую, приду даже сильно опережая график. Ночная смена Галси. То есть так поднялся максимально сюда, прям до самой вот этой вот мили. И отсюда прямым курсом, так мне кажется, на Cedar Point сюда. 36 миль. А ветерок тем временем растет. А еще на улице за бортом температура воздуха, ну, время у нас сейчас 4 утра, 47 Фаренгейт. Это 8,5, там 9 градусов Цельсия. Я включил там дизельный обогрев. Теплый воздух пришел сюда. Просто великолепно. К чему это все? Как-то вот период адаптации после богам затянулся. Мерзная тут. Финальные 0,9 мили очень удачно получилось у меня. Практически с расцветом. Как быстро расцвело. Тем не менее, полный успех. Я сегодня посплю часиков там до 2, например, до часу. И моя Марина где-то вот там, прям совсем рядом. Ну вот. И это место будет моим домом на какое-то время. Мне дали прекрасный док, 70 футов. Легко заходить, легко выйти. То есть моя задача теперь все помыть тщательно. Борта тоже. Я думаю, брать эту всю ржавчинку. Вот это вот все.
здесь вот. Это займет у меня какое-то время. Достаточно долгое. Это все соль. Соль надо будет смыть. Опять она там немножко зарастает. Кораблик. Наверное, надо будет достать и помыть уже более тщательно. Не вот это заныр под лодку и чистка, а прям полноценно. Ну что, я испытываю чувство гордости. Занял это, конечно, на какое-то время. Но из Ла-Рошель, Франция, до Аннаполис, Мэриленд, я таки этот путь проделал. На этом все. Следующие приключения будут, наверное, по заливу. А может быть, ремонт покажу. А вечером здесь совсем миленько. Ресторанчики открыты, музыка играет. Вон там на пляжике местные рыболовные парни собрались. Меня зовут Есть Крабов. Не буду терять ни секунды. Привет, Лабулечка. Привет! Как ты тут?